Ой, привет! Я спускалась вниз, я ходила в магазин. Я кое-что купила. Я купила круассаны на завтрак. И я купила один огурец и немного помидор. Да, и все. Я не ем много. И еще я забрала свой заказ. Мой заказ лежал в пункте выдачи. Это детская книжка, это подарок. Я хочу подарить эту книжку подруге, точнее сыну подруги. Да, это книга для сына моей подруги. И заказ лежал в пункте, я его забрала. Я забыла купить воду. Мне нужно было купить воду. Я пошла в магазин купить воду. И я забыла. Снова нужно идти в магазин. Как так-то? Ой, какой ужас! Привет, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья. Вы смотрите мой канал Practical Russian. Здесь мы изучаем русский язык. Сегодня у меня для вас следующий урок. Я дам вам русские глаголы помнить, вспомнить, напомнить. Какая разница между этими глаголами? Я часто забываю сделать что-то, поэтому я записываю. В этом видео я расскажу вам, что я делаю, чтобы не забывать. Если вы забыли или вы не знали, у меня есть больше материалов для вас. У меня есть бесплатный файл с фразами, ссылка внизу. Также вы можете получить транскрипции. Я даю уроки, все ссылки внизу. А сейчас поехали. Я показала вам, что я уже купила один подарок. Скоро Новый год, скоро праздники, и в России мы покупаем подарки. Мне тоже нужно купить подарки близким и друзьям. Как бы ничего не забыть. Нужно сделать список. Да-да, я часто что-то помню и что-то не помню. Как говорит моя мама, здесь помню, а здесь не помню. Значит, в любой момент я могу забыть. И чтобы не забывать, лучше записывать. Недавно в своем видео я рассказала вам, что я использую календарь. Это правда, это видео на канале. У меня есть календарь, и там я вижу, там я планирую свой день. И я также использую напоминания. Да-да, у меня в телефоне есть напоминания, у вас они тоже есть, и там я пишу списки, я записываю, что мне нужно сделать. И сейчас перед праздниками у меня очень много дел. У меня здесь на телефоне есть напоминания и заметки. Я чаще использую заметки. В заметках я пишу списки. Да? И также есть напоминания. Можно сделать напоминание, там можно поставить время. Например, у вас какая-то важная встреча. Мне нужно купить подарки. Скоро праздники. Купить подарок. Хорошо. И кому мне нужно купить подарок? Мне нужно купить подарок маме, сестре, подруге Тане, подруге Насте. Еще нужно купить подарок папе. И еще, может, кому-то. Хорошо, добавить подробнее. Можно поставить дату, время и геопозицию. Мне нужно сделать это в следующие дни. Как можно быстрее. Хорошо, без даты добавить, да. И все. И будет напоминание, да. Я могу еще написать, что еще мне нужно сделать. Мне нужно забрать заказ из аптеки. Забрать заказ из аптеки. Я заказала кое-что в аптеке. Я заказала это онлайн, и у меня внизу есть аптека. Мне нужно забрать этот заказ. Да? Забрать заказ. Готово. Что еще мне нужно сделать? Еще у меня
осталось несколько тренировок. Я покупала тренировки, 10 тренировок, у меня еще 3 или 4 записаться на тренировку. На этой неделе я хочу пойти на тренировку, записаться на тренировку. Да, следующее. Заказ я хочу забрать сегодня. Дата 26 готово сегодня. Записаться на тренировку тоже сегодня. Что еще мне нужно сделать? Позвонить, поздравить подругу. У меня у подруги день рождения в конце декабря. Поздравить подругу с днем рождения. Да. Еще мне нужно записаться к врачу. Я хотела в декабре пойти к врачу в декабре, но я думаю, что получится только в январе. Что делать? Я могу сейчас записаться. Подарки, да, купить подарки. И что я хочу купить? Мне нужно написать, что я хочу купить маме, что я хочу купить сестре, что я хочу купить Тане, Насте. У меня еще есть 3 подруги, и для каждой подруги мне нужно купить что-то, купить какой-то подарок. Еще я хотела навести порядок в комнате. Также навести порядок на балконе. И еще, конечно, моя работа. У меня есть в календаре мои уроки, и там я планирую примерно, когда я буду делать видео, когда я буду записывать подкаст. Обычно я делаю это в календаре. Здесь я пишу только список, чтобы не забыть что-то. Я хотела купить воду, но я купила круассаны. Это хорошо. Купить воду. Следующее. Купить воду нужно. Что-то еще. И, конечно, купить елку. Я не буду покупать через елку. Я не буду покупать елку большую, но я хочу купить веточки елки, и нужно украсить квартиру. Тоже, когда я буду это делать? На этой неделе. Не очень много дел, но они тоже важные, потому что до Нового года осталось несколько дней, и хорошо. До Нового года осталось несколько дней, и нужно купить подарки, что еще нужно? Украсить все, нужно навести порядок. Также у меня есть работа, какие-то записи, спорт. У нас у всех всегда в конце года много дел. Мы не хотим делать это в следующем году. В январе мы хотим отдыхать. В начале января в России 10 дней люди отдыхают. Где-то с 1 по 9, по 10 января люди отдыхают. И люди не хотят делать какие-то дела. Люди гуляют, люди ездят куда-то за город, люди катаются на лыжах, люди катаются на коньках. Да, поэтому люди стараются сделать все эти дела в конце декабря. Как я сказала, я использую напоминания, я пишу списки, это правда. И иногда моя мама напоминает мне о чем-то. Когда я работаю, я забываю обо всем на свете. Я даже забываю поесть, и моя мама напоминает мне. Или, например, я обещаю купить что-то. Например, я сказала маме, что я куплю молоко, и потом я забыла. Когда я беру в руки телефон, иногда я забываю, что я хотела. Я хотела посмотреть что-то в телефоне, но я тут же забыла. Это происходит в один момент, я не знаю. И потом я сижу и пытаюсь вспомнить, что же я хотела. Я что-то забыла, и я пытаюсь вспомнить. Я ищу это в своей памяти, я ищу это в своей голове, что я хотела.
Зачем я взяла в руки телефон? Например, я сейчас беру телефон. Что я хотела посмотреть? Что я хотела посмотреть? Погоду? Да-да, я хотела посмотреть погоду. Но иногда мне нужно вспомнить, что я хотела. И что я хотела рассказать вам сегодня? Я уже забыла. Да-да, я хотела рассказать вам, как запоминать информацию. Вы изучаете русский язык, и вам нужно запоминать слова на русском языке. И это не так легко. Запомнить значит выучить. Когда вы учите что-то, вы повторяете много-много раз, и в конце концов вы выучили эту фразу или вы выучили это иностранное слово, значит, вы его запомнили. Значит, все, оно в вашей памяти, вы его не забудете. Конечно, мы что-то забываем периодически, это нормально. Чтобы что-то выучить, нужно повторять это много раз. Чтобы что-то запомнить, нужно повторять это много-много раз. Сейчас я хочу повторить глаголы из видео. Первое. Помнить. Помнить, когда информация где-то у вас в памяти. Вы помните о чем-то. Например, я помню, что мне нужно в пятницу к врачу. Я помню об этом. Я помню, что я знаю, что сегодня вторник. Я помню, что скоро будет Новый год. Я помню, что мне нужно позвонить и поздравить друзей. Я помню, когда дни рождения моих друзей. Я помню какую-то информацию. Следующий глагол «запомнить». Значит, вы будете помнить это, вы не забудете. Запомнить значит выучить. Да? Чтобы запомнить, нужно повторять информацию, да? Или нужно повторять какое-то действие много раз. Номер 3. Вспомнить. Вспомнить значит, когда вы что-то забыли, и потом вы вспомнили. Вы забыли о чем-то, вы начали думать, вы начали вспоминать, вы вспоминаете, и потом вы вспомнили. Все это снова в вашей памяти, вы помните. Последний, номер 4, напомнить. Напомнить значит сказать другому человеку о том, что он забыл. Да? Вы можете напомнить кому-то, или вам человек может напомнить о чем-то. Мы используем напоминание, чтобы не забыть. И также мы напоминаем друг другу, да, о чем-то. Напомни мне, пожалуйста, когда ты приезжаешь, да, или напомни мне, пожалуйста, когда ты уезжаешь. Значит, скажи мне, я забыл, напомни мне, пожалуйста. Мои вопросы, конечно же, номер 1. О чем вы забыли, но потом вспомнили. Например, на днях я вспомнила, что я хотела поменять обои в комнате. Да-да, я так и не сделала этого. И на днях я вспомнила об этом. Да. Нужно сделать в этом году. Номер 2. О чем обычно напоминают вам близкие люди? О чем обычно напоминают вам близкие люди? Например, они напоминают вам купить что-то в магазине. Или жена напоминает мужу забрать детей из школы. Такое возможно? Все возможно. И номер 3. Какое трудное русское слово вы не можете запомнить? Какое трудное русское слово вы не можете запомнить? Пишите в комментариях, какое это русское слово, мне очень интересно. Я рада, что вы все еще смотрите это видео, надеюсь, оно было полезным. Вы можете ответить на мои вопросы, пишите ответы в комментариях. У меня есть группа в Телеграме, снова напоминаю вам об этом. Еще я записываю для вас подкасты, ссылка будет внизу. Желаю вам удачи. Я делала похожие видео с глаголами «жить», например. Это видео уже на канале.
Посмотрите его тоже. Оно хорошее. До скорой встречи!